Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, юристы, все, кто следит за делом Ирины Фарион, которое рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 12 июня 2026 года, пятница. И я предлагаю вам краткий правовой разбор ситуации с адвокатом Ларисой Сергеевной Криворучко в связи с решением дисциплинарной палаты, квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры КДК Винницкой области от 5 июня 2026 года о приостановлении ее права на занятие адвокатской деятельностью на 1 год до 5 июня 2027 года. Фактические обстоятельства. КДК Винницкой области применила дисциплинарное взыскание к Ларисе Сергеевне на основании жалобы представителей Государственного бюро расследований. Решение КДК вступило в силу, и Криворучко фактически отстранена от осуществления защиты, в том числе, в частности, в резонансном деле в отношении Вячеслава Зинченко. Это дело об убийстве Ирины Фарион. Криворучко обжалует это решение КДК в административном суде. Это Винницкий окружной административный суд и апелляционные инстанции. Она ссылается на предыдущие победы над КДК в других делах, где суды признавали действия комиссий противоправными. Сейчас посмотрим краткий фрагмент видео из зала судебного заседания. Ваша честь, особа, яка займає посаду голови КДК Вінницької області Хоменчук, вона діє без відповідних повноважень. І відповідно це раз. І відповідно вона була в тому числі під час голосування, я так розумію, щодо мене при прийнятті рішення, як активний член КДК Вінницької області. Там вона голова з правом голосу, як мені відомо. Відтак, повноваження по закону у пані Хоменчук по закону закінчились. Відтак, вона самовільно присвоїла собі службові повноваження голови станом на зараз і на винесення рішення КДК Вінницької області. Відтак, перевищивши службові повноваження, відповідно до вимог закону, а не рішень РАУ, НАУ щодо роз'яснення континуїтету, які взагалі не можуть тлумачитися як закон, вона самовільно, з перевищенням службових повноважень, вчиняючи ряд кримінальних злочинів, голосувала і приймала рішення щодо мене, відповідно винесла незаконне рішення. Це не перше рішення, яке вона винесла, це вже, я так розумію, друге притягнення мене КДК Вінницької області до дисциплінарної відповідальності. Перше нещодавно було скасовано Вінницьким окружним адмінсудом, і вчора прийшло рішення 7-го апеляційного адміністративного суду, рішення залишилось в законній силі. Так от, повертаючись до даного питання, пані Хоменчук перевищує... Посмотрели мы горячую речь Ларисы Сергеевны Криворучко. Можем еще ряд фрагментов посмотреть, но можете и сами их просмотреть. Последствия решения Винницкого КДК уже известно. Это приостановка права Криворучко на адвокатскую практику, в том числе и в связи с делом Зинченко. В этом своем видео, друзья, я хочу особое внимание
заострить на процессуальной позиции пани Криворучка. Подав иск в административный суд о признании противоправным и отмене решения КДК Винницкой области, адвокат Криворучка не подала ходатайство об обеспечении иска путем приостановления действия обжалуемого решения на основании статей 151-152 Кодекса административного судопроизводства Украины. Почему я хочу это сделать, заострить ваше внимание, и почему это критически важно, в том числе и для дела Зинченко. Согласно статье 152 КСУ, Кодекса административного судопроизводства Украины, суд может остановить действие решения субъекта властных полномочий, в том числе КДК, если не остановка этого решения может причинить значительный вред правам истца третьих лиц, сделать невозможным восстановление этих прав и повлечь иные тяжелые последствия. В случае приостановки адвокатской деятельности Криворучка последствия очевидны и неотвратимы. Клиенты, в том числе в уголовном производстве, в том числе и Зинченко, лишаются квалифицированной юридической помощи, нарушается право на защиту, статья 59 Конституции Украины, статья 6 ЕКПЧ, а сам адвокат теряет возможность зарабатывать профессией в течение всего периода рассмотрения дела, хотя она оказывает услуги про боно. Практика Верховного суда четко указывает, что бремя доказывания рисков лежит на заявителе. Но в делах о дисциплинарных взысканиях в отношении адвокатов такие риски обычно очевидны и не требуют сверхсложных доказательств. Почему такое ходатайство Криворучка не подала? Отсутствие такого ходатайства привело к тому, что решение КДК продолжает действовать, а Криворучка фактически исключена из процесса защиты на длительное время. Она подала ряд ходатайств о вызове членов КДК в качестве свидетелей, делала вид, что она как бы хочет их таким способом, хитрым, путем дачи показаний под присягой привлечь к уголовной ответственности, но не подала то ходатайство, которое критично, в том числе и для Зинченко. Ходатайство о приостановке действия решения КДК Винницкой области. Это классический пример того, когда процессуальная пассивность или ошибка дорого обходится самой стороне, то есть Криворучка, хотя трудно сказать, что она это сделала неумышленно. Но дорого такая пассивность и ошибка Криворучка обходится в том числе клиентам Вячеславу Зинченко. Давайте сделаем общую оценку действий Криворучка. Право на обжалование, безусловно, существует. Адвокат имеет право защищать свою профессиональную репутацию и обжаловать дисциплинарное решение в суде. Предыдущие победы Криворучка в судах
против разных КДК свидетельствует о наличии системных проблем в деятельности органов адвокатского самоуправления, нарушение юрисдикции, процедур, полномочий, возможная предвзятость. Процессуальная стратегия криворучка вызывает серьезные вопросы. В делах, где на кону возможность продолжать профессиональную деятельность, обеспечение иска является стандартным и необходимым инструментом. Игнорирование этого инструмента выглядит как недобросовестность или недооценка рисков, что напрямую влияет на интересы подзащитных. Каковы последствия для клиента в уголовном процессе? Дело Зинченко. Приостановка свидетельства адвоката создает основания для замены защитника, для заявления о нарушении права на защиту и для возможного пересмотра отдельных процессуальных действий, совершенных без надлежащего участия защиты на основании статей 412-416 УПК Украины. Ну, давайте еще посмотрим фрагмент с комментариями Криворучка о предыдущих победах и текущей ситуации. Пані Каменчук посилається на інші рішення, що там оскаржується в касаційному. Посилалася на те рішення, яке ще не оскаржується в касаційному порядку, в принципі. Я думаю, що пані Каменчук перепутала, але поміж з тим. Це там, де мені задовільнили нещодавно позов. Але в будь-якому справі, в будь-якому разі, це не суттєво в даній ситуації. Їхнє рішення КДК Вінницької області визнано неправомірним, скасовано там по численним порушенням за відсутності складу дисциплінарного проступку по кожному пункту, хоча там дуже велика кількість епізодів була. Але поміж з тим, це кваліфікація КДК Вінницької області, враховуючи, що рішення суду вступило в законну силу, я вважаю, що вона абсолютно низька і не відповідає рівню кожного члена КДК Вінницької області. Ну и вывод. Действия Ларисы Криворучка по обжалованию решения КДК Винницкой области являются законными по форме. Но, и я настаиваю на этом, они являются одновременно существенно дефектными по процессуальной стратегии. Неиспользование механизма обеспечения иска путем приостановления действия решения комиссии является ключевой ошибкой, которая привела к фактическому отстранению адвоката от работы на неопределенный период. Это не только вопрос ее личных интересов, каких-то там глобальных планов вырубить весь лес, да, но и интересов клиентов, которые имеют право на эффективную защиту. Адвокатская деятельность требует не только знания материального права, но и безупречного владения процессуальными инструментами. Неужели Лариса Криворучка не владеет процессуальным инструментом? Это нонсенс. Она им владеет, тогда что получается? Это она умышленно не подала такое ходатайство, чтобы оголить Зинченко. В резонансных делах такая ошибка может иметь далеко идущие последствия для справедливости судебных разбирательств. Я, юрист Валерий Табаков, призываю всех коллег тщательно прорабатывать вопросы обеспечения исков в дисциплинарных делах и делать это добросовестным образом. Право на защиту не должно страдать из-за процессуальных просчетов или
личных каких-то интересов адвокатов, которые идут вразрез с интересами его клиентов. С вами был юрист Валерий Табаков. Я готов предоставить правовую оценку подобным ситуациям в других делах и помогать в защите прав граждан. Спасибо за внимание. До новых встреч.